Первое, с чего мы начнем данное видео, с дисклеймера. Это не анонс третьего сезона аниме One Punch Man. Информации по его выходу в данный момент нет. В этом видео мы пробежимся по сюжету грядущего третьего сезона, опираясь на мангу, сюжет которой ушел сильно дальше того, что нам покажут в новом сезоне. И разумеется, тут будут спойлеры, много спойлеров. Камон, весь третий сезон перескажем еще до того, как его заанонсили даже. Огромная просьба, оставьте максимальный фидбэк этой экспериментальной рубрике, а именно, напишите в комментариях ваше мнение и пожелания. Заранее спасибо. О, и еще одно. Стоит упомянуть соотношение глав к количеству серий в предыдущих двух сезонах. В первом сезоне было по 4 главы на одну серию, а это по 80 страниц в среднем. Во втором же сезоне было в среднем по 6 глав на серию, но количество страниц в них плавало от 10 до 22, а последняя глава и вовсе вместила в себя аж 135 страниц. В случае же с третьим сезоном все немного сложнее, ведь как таковой логической паузы между арками там почти не ощущается, как это было в двух прошлых сезонах. Поэтому просто будем следовать их логике. Сайтама побеждает самого сильного врага, и сезон окончен. А это значит, что будем плясать от того, что третий сезон закончится на битве с Орочи. Да, длинное вышло вступление, но это было необходимо, а теперь мы приступаем. Вы на канале Лайера, где его доблестный орден посвятит вас в удивительный и не до конца изученный мир человеческих фантазий. Сальвы, друзья. Начинается третий сезон с заседания управляющего звена Геройской ассоциации и обсуждения прошедшей битвы. Все они в шоке от ваншота Скалопендры Переростка, однако они были на 100% уверены, что это сделал Кинг, а Сайтама вновь остался в стороне. Вместе с этим Гароу хотят классифицировать как монстра, а кто-то и вовсе предлагает вызвать Бласта. В разговор вклинивается мистер Наринки, один из главных спонсоров Геройской ассоциации, и требует от них действий, ведь его сын был похищен, но его успокаивает Сикингал. План разрабатывает ребенок-император, а герои потихоньку стягиваются в штаб Геройской ассоциации. Также мы узнаем, что Техно-рыцарь в одиночку отправился исследовать базу ассоциации монстров, и связь с ним была утеряна. А ведь ему говорили, не лезь, дебил. Атомный самурай закусился с милой маской, Гамазека выпускают из тюрьмы для участия в операции, а ребенок-император тайком общается с Бафоем. Из диалога узнаем, что Стальной рыцарь не участвует, потому что их силами ассоциацию монстров не одолеть. Видимо, он еще не знает про лысый козырь в рукаве. Адская метель наведывается в гости к Сайтаме, а у него там целая вечеринка. Генос сам себя чинит, два дедули зализывают раны, а Сайтама с Кингом рубятся в игры. Слово за слово, речь заходит о Гароу. Лысик психует, что Гароу на него не нападал и уходит на улицу прогуляться. Тем временем Наринки не может ждать и, выдав наемникам безумно дорогие и функциональные костюмы, отправляет их в логово ассоциации, чтобы те спасли его сына. Эх, если бы он знал. После этого нам наконец показывают Гару, которого подлатала ассоциация монстров. Выйдя из палаты и немного прогулявшись, он видит уже стоящих на коленях наемников. Да, недолго музыка играла. К счастью для наемников, их зомбирует Супер С, БДСМ-баба с плеткой из второго сезона, и их смерть откладывается, после чего на сцену из тени выходит Гару. Для вступления в ассоциацию монстров ему дают задание – принести голову любого героя, и он оттуда уходит. К слову, за ним посылают двух наблюдателей. Гуляя по улицам, начинающего утопать в хаосе города, Гару заходит перекусить. Ну знаете, этот легкий перекус на бегу, когда вы в один присест сжираете несколько десятков килограммов еды, после чего, не заплатив, убегаете. Уже тут можно заметить его первые признаки монстрификации, ведь от еды его раны в прямом смысле слова заживают на глазах. К его сожалению, там же обедал и Сайтама, который, как только услышал, что он сбежал не заплатив, ринулся за ним в погоню, ведь у него у самого не было с собой денег. После плотного обеда можно и поспать, подумал Гароу, и решил напасть на Сайтаму. Бум! Когда Ван Ганма, которого он спас чуть ранее, привел его в чувство, на них напали монстры. Бой начинается. Гароу достойно сражался и наверняка бы смог победить, если бы не илистая крыса, ну то есть медуза, которая схватила Ван Ганму, на что Гароу отвлекся и получил смертельный удар в спину. На фоне их махача нам показывают два диалога, раскрывающих природу получения силы, а именно преодоление лимитера между Птицеголовым и Псайкос в ассоциации монстров, и между Зомбименом и Генусом в лавочке Такаяки. И не зря акцент делается на этом сражении, ведь по итогу Гароу фактически погибает, но выживает и становится еще сильнее, чем раньше. Дорогой друг, если ты досмотрел до этого момента и тебе понравилось видео, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Для тебя это один клик, а для нас лютая
мотивация. Большое спасибо. Сайтама вернулся домой, все до сих пор в сборе, кроме Фубуки, которая бегала за ним все это время, но и она вскоре возвращается с капустой, которую тот забыл в кафе. Но теперь к ним присоединяется еще одно действующее лицо, доктор Кусена, который прилетел, чтобы встретиться с Сайтамой. Все вместе они устраивают вечер Набе. Ванганму тем временем уже привели в логово монстров, где нам снова показывают много сильных и тренирующихся монстров, которые, как обычно, будут слиты либо как лохи, либо в красивой битве. Ванганму заводят в камеру к личинке на ринге. Они немного болтают о своем на детском, и нам снова показывают монстров, но уже тех, кто этих самых героев С-класса способны победить. Гароу приходит в себя, получает сильный пауэр-ап и идет мстить. В Геройской Академии, то есть ассоциации, решают, кто будет участвовать в битве, а кто нет. Тем временем у Сайтамы дома начинается Набе Баттл, по итогам которого Кинг погибает. Пресс F to pay respect. Гароу добирается до логова монстров и начинает прорубать себе путь к Ванганме. А в логове героев все уже в полном сборе и начинают собрание, как раз только что подцепили ожившего Кинга. Терки продолжаются, ситуация накаляется. Потрошитель уводит мелкого, чтобы повеселиться, и тут же оказывается набутылен по той самой статье. И вы только посмотрите, какой тут Гароу красавец. Уф. Очередной перекус, но теперь уже монстрами, и тут они встречают песика. Песик встрече не очень рад и разносит большую часть логова своими фаерболами. Плохой мальчик. Гароу попадает к Псайкос, откуда попадает Корочи, и только и делает, что безостановочно сражается и сражается с огромной скоростью, повышая свой уровень. Но этого все еще недостаточно. Пока что мы можем с ним попрощаться, в следующий раз мы его увидим еще не скоро. Сайтаме надоел этот грохот, и он опускается вниз. Брейте свои ноги, он уже в дороге. Итак, что там по теркам у героев? А там Масочка пришел и суету навел, заявляя, что он сильнее всех, и вообще все они лохи те еще. Ситуацию устаканил только Кинг своим появлением, ведь кто-кто, а он точно образцовый герой. Поводом же для конфликта было назначение Маски в команду поддержки. В итоге он оказывается в основном составе, и почти все остались довольны. Сич и Сакингал собирают ту самую команду поддержки из героев ниже рангом, и операция уже вот-вот начнется. Между тем Генос версия 1.5.2.3.8.75, господи, сколько же он уже ломался, двигается в сторону сражения. Кинг скооперировавшийся с Бенгом и Бомбом двигаются в сторону сражения, и Фубуки, ищущая своего ненаглядного лысика, тоже двигается в сторону сражения. Как тесен этот мир, ведь все они встречаются в одном месте. Дома у Сайтамы, который уже по подземке бродит и монстров на кулак наматывает. Отряд по спасению входит в город Z, и сразу же начинается первая заварушка. Монстры повылазили изо всех щелей, и официально сражение Ассоциации монстров против Ассоциации героев объявляется открытым. Тут тебе и ужасно страшно мощный эспер, который кидается многоэтажками, и дальники, и ближники, и танки, но мелкие сошки пока не оказывают достойного сопротивления. Уж не будем заострять внимание на всех нюансах и диалогах. Просто знайте, что бойня шла в одни ворота. В конце нам еще немного показывают офицерский состав тех, кто даст прикурить даже самым сильным представителям Геройской Ассоциации. И основной бой переходит с надземного в подземный, куда спускаются лишь сильнейшие герои. Как сказала Гёро, настоящая битва начинается только сейчас. Первый бой принимает Флэш, столкнувшись с самыми подходящими ему противниками Хаято и Флеймом. Они, как и он, выпускники деревни ниндзя, обладающие запредельной скоростью, с которой способны совладать лишь единицы, и Флэш в их числе. Их бой хоть и длился целые 2 главы, фактически же он занял несколько секунд реального времени. Повторюсь, запредельная скорость. Следующее действующее лицо — ребенок-император, нашедший останки Стального Рыцаря, а встреченный им далее монстр и вовсе претендовал на звание одного из самых имбовых и переапанных, но, к счастью, Мурата перерисовал эти главы, забалансив его под конец. Бой ребенка-императора и птицеголового начинается, и тут же заканчивается его смертью, но он выжил снова. Переродившийся Человек-Феникс. Драконий уровень опасности — это вам не шутки, поэтому пора призвать меху. Ребенок в мехе сражается с монстром, а на фоне тикает таймер. Это что, Евангелион референс? Немного боя, немного каких-то ментальных пространств. Попавший туда грубой силой Сайтама. Стоп, что? Птаха была уменьшена до размеров птенчика, а двое недавно побежденных ниндзя ожили, но тут же оказались схвачены. Следующее действующее лицо — Зомби-мен. Вот уж кто-кто, а он определенно претендует на звание Дунгая этого тайтла. Ведь это не он заперт с монстрами в одной комнате, это они заперты с ним. Следующими на очереди идут атомные ученики и Милая Маска, сражающиеся с зомбированными наемниками. И если бы не решение я вернуться назад, то Маска официально стал бы убийцей, а так и Маска сыта и овцы целы. Далее нам показывают пауэрап Зека. Теперь он танчит много атак и сам стал наносить огромный урон. В нем, как и в Гароу, очень хорошо ощущается рост силы. От голого глупого качка, отлетающего от морского короля, до брутальной машины убийств, ваншотящей монстров,
сильнее того же морского короля, но все-таки драконы ему еще не по зубам. Но вот кому они точно по зубам, так это Темноблеску, который без проблем ваншотит жучьего бога в своей сильнейшей форме, а Сайтама тем временем проявляет свои навыки дрессировки собак и учит манерам плохого мальчика-переростка, одним ударом сотрясая все злодейское логово. Наступает время для крупной артиллерии. Тацумаки против Гёро-Гёро, несколько эсперских трюков, и глазастик быстро оказывается в состоянии выжатой половой тряпки. В таком положении может спасти только он. Орочи! Из глубин ассоциации монстров поднимается он, тот, кто, как и ожидают многие, способен победить всех героев и даже дать бой Сайтаме. Что ж, это мы сейчас и проверим, ведь именно на его блестящую лысину он и натыкается в первую очередь. Ну что, вы уже в предвкушении этой битвы? А Сайтама нет. Остановив глупую и пафосную речь короля дождевых червей, он прямо так и заявляет: «Ну давай, удиви меня, ну знай, никаких сюрпризов я и не жду». Да, атака Орочи претендует на топ сильнейших из показанных, но нет. Сайтама довольно быстро его ваншотит, так что все надежды на красивый файт оставляем на аниме. Собственно, на этом, как мы и предполагаем, и должен будет закончиться третий сезон аниме One Punch Man. Да, не так круто и пафосно, как первый, но имеем, что имеем. Опять-таки, будем надеяться на то, что в аниме все будет подано достаточно сочно, и файт с Орочи сделают зрелищным. Вы были на канале Лайера. Напишите в комментариях свое мнение об этом видео. Нам очень важен фидбэк этой рубрики. Сальвы, друзья. У микрофона был Йошимитсу.